Недавно мы ходили в этих местах в районе Юнацкого озера. Сегодня вернулись сюда опять. Правда, после 2 обильных снегопадов. Идем в сторону пика Марс, затем пойдем в сторону горы Шибенсай. На 107-м автобусе доехали до остановки Ферма и по заснеженной тропе сначала пошли в сторону пика Марс. Затем также по снежной целине, на снегоступах, по гребню пошли в сторону смотровой площадки Замартас, что в переводе с казахского означает «изумруд». Отдохнув и пообедав там, начали спуск в сторону Бутаковки Мустау. Конечная точка похода — остановка автобуса 29Р в Бутаковском ущелье. Идем после снегопада. Вчера снегопад был. Вот идем и приходится отряхивать ветки. Сперва отряхиваем, потом проходим. Снега пока немного на тропе, чуть выше щиколотки. Когда будет по колено, наденем снегоступы. Погода просто замечательная. Идем по целине. Тропа хорошо угадывается. Снег пока не очень глубокий. Уже где-то бывает посередину голени. Нет, чуть-чуть пониже. По краям очень глубокий. Сейчас померяем. Палка. Да, вот. Ага, вот палка вся ушла. Вот глубина снега по краям. Очень много свежих звериных следов. Очень. Они ходят где хотят. Мы по тропе. Ну, мы тоже можем при желании на снегоступах. Можно где угодно пройти. Ну, идем пока по тропе без них. Туда ушли следы. Здесь такая панорама открывается на Малоалматинское ущелье, на Бутаковское. Мы идем в сторону пика Марс. Это пока не он сам, а возвышенность рядом с ним. Вдали впервые показался пик Марс. Очень тяжело сегодня идти. У нас скорость, наверное, километр в час, может и меньше. Снег, уже почти по колено. Пока снегоступы не надеваем. За 2,5 часа наконец-то поднялись на пик Марс. Это нам стоило стольких усилий. Прошли всего 2,65 километров в час скорость. И высоты набрали всего 300 метров.
Вот так свежевыпавший снег осложняет подъем. Снегоступы пока не надевали, еще пока терпимо, но уже на грани. Сейчас дальше пойдем по гребню. Уже скоро над ущельем Шибенсай. Спустились с пика Марс. В прошлый раз, когда мы здесь ходили, мы пришли оттуда, со стороны Юнацкого озера. И сейчас наш путь дальше по гребню в сторону Шибенсая. Дошли к указателю. Лесной перевал 11 километров, а Ялдама 4 километра. Но до остановки 7-го автобуса. Идем дальше. Все, снег стал очень глубоким. Надели наши снегоступы. Гораздо удобнее идти. Надо было еще раньше, наверное, надеть. Сейчас уже больше, чем по колено местами. По колено или выше, чем по колено. Здесь место малохоженное, поэтому снег накапливается. Пошла по целине. Идем по гребню на снегоступах. Очень-очень тяжело идти. Но пока идем. Посмотрим, докуда дойдем. Справа Бутаковское ущелье. Видна развилка Бутаковское ущелье и ущелье Шибенсай. Оно сейчас под нами. Идем практически на высоте пика Марс. Вот так устаешь, вверх-вниз, вверх-вниз. И сейчас уже пойдет сплошной подъем до высоты 1600 метров. Она на карте обозначена как точка Lookout, смотровая площадка. Ну, видимо, это и будет нашей целью сегодня. Очередной холм. В бесснежное время ничего бы это не представляло, никакого особого труда. Но сейчас тяжело. О, звериные следы. Сейчас по ним пойдем. Тропа туда уходит. Ага. Радуют такие плоские участки. Да, на карте OpenStreetMap посмотрели. Это обзорная точка, называется обзорная точка Замартас. Это наша цель сегодня. Коктюбе видно, телебашня. Город весь в тучках. У нас здесь чистое небо и чистый воздух относительно города. Пик Марс. Хорошо, мы от него уже ушли. Поднялись еще на один холмик. И впереди уже видна смотровая площадка Замартас. До нее меньше километра уже осталось. И уже не таких крутых подъемов. Слева виден пик Марс, телебашня, и внизу город. Очистился от туч, но покрылся смогом. Кстати, сегодня он не густой после осадков. Внизу видно Юнацкое озеро. Белая площадочка. Замерзшая пока. Снег просел. И уже удобнее идти без снегоступов. До колена не доходит уже нигде практически. Зачехлили. И поднимаемся на очередную высотку. Там стоит указатель на лесной перевал. 10 километров аж до него. Конечно, в таких условиях мы не дойдем до лесного перевала, да мы и не ставили такой цели. Вот участок, казалось бы, как я сказал, снег просел, а тут больше, чем по колено намело. Ну, не стали надевать, надеемся, он короткий окажется.
Вот. Видно, как здесь заметало. Все-таки такой глубоченный снег, что я не выдержал и опять надел. В них милое дело идти. Вообще не тонешь. Чуть-чуть проседаешь на сантиметров там 10-15. Ну идешь просто уверенно. А тут сейчас было уже там посередину бедра. Стою на снегоступах. И вот как палка уходит в снег. Еще даже не достигла дна, по-моему. Вот. Да. Вот мне по пояс. По пояс. Здесь снегу мне. Шли 5 километров. Идем по гребню все так же. Он уже стал пологим. Идем в снегоступах. Глубокий снег. Здесь на высоте 1635 метров. Антенное хозяйство. А сама Замартас, там впереди метров еще 200, да, наверное, осталось. Но она такой же высоты. Поднялись на смотровую площадку Замартас. Можно ее назвать и пик Замартас. Пик Марс же пик, а он всего 1465. А Замартас аж 1630. Чем не пик. Видно ущелье Шибенсай. Виден домик. Начало пешей части пути на гору Шибенсай. Гора Шибенсай. И так далее. Кутурбулак, Фурмановка, ну все это. Целых 6 часов шли. И прошли 5,3 километра. Сейчас здесь будем обедать. Что у нас сегодня на обед? Домашние донеры. И к чаю яблочный пирог с грецкими орехами. И конфетки Ириного производства. Всем приятного аппетита, кто сейчас ест. Они около тебя просто. Пообедали, отдохнули, спускаемся с горы Замартас. Мы ее между собой прозвали пиком Замартас. Так тяжело было на него взобраться сегодня. Очень хорошее местечко среди березок, скамеечки и столик. Здесь можно расположиться на отдых. Примерно через 6 километров пути у нас развилка. Если идти прямо, еще 9 километров до лесного перевала. А мы идем на остановку 29-го автобуса. Нам еще 2,5 километра вниз. Сейчас выйдем на улицу Замартас, Бутаковки. Сейчас микрорайон Мустау. А если дальше идти по хребту, вот так вот, и можно выйти дальше на гору Шибенсай, лесной перевал. Также оттуда можно уйти в Табаган. А мы идем вниз. В ущелье Шибенсай. Спускаемся в Бутаковку. Сейчас называется микрорайон Мустау. Устали. Летом, да, это юнацкая тропа. А зимой после, ну или весной, после 2 обильных снегопадов, это какая-то терминаторская тропа. Но довольная. Уставшие, но довольные. Через 6,3 километра и 7 часов в пути, то есть у нас скорость меньше километров в час даже, спустились в ущелье Шибенсай, на дорогу в ущелье Шибенсай. Спускались оттуда, туда гора Шибенсай, еще километра 2 до нее. А мы идем в сторону остановки 29Р, автобуса 29Р. Да, скорость у нас, конечно, сегодня, но мы не виноваты.
глубокий снег. Там местами стал уже и по пояс. Шли на снегоступах. За 8 часов прошли всего 8 с небольшим километров. Очень хороший, несложный, бесснежный период маршрут. И не лавиноопасный в зимний.